Всем привет! Сегодня 26 декабря. Подписчики просили показать, как я храню черенки. Вот у меня как раз появилась минутка съездить на дачу и привезти черенки. Они у меня до сих пор хранились дома. Это я в ноябре их обрезал, и они у меня ждали посылки, которые мне должны прислать, новые черенки, чтобы я их все вместе замочил и отправил на хранение. Ну вот меня спрашивали, как я храню, что я с ними делаю. Ну, раз такое дело, давайте уже объясню и покажу. Кто не подписан, подписываемся на канал, жмем колокольчик, ставим обязательно лайк и пишите комментарии. YouTube любит комментарии, хотя бы даже просто, если не знаете, что писать, напишите лайк. Этого достаточно будет, тогда он продвигает видео. Итак, поехали. Вот я привез черенки. Они у меня вот в таком пакете плотном, полиэтиленовом. Сейчас я размотаю и покажу, как они выглядят. Вот они у меня так хранятся. Давайте посмотрим. Они у меня хранились в лоджии. В лоджии у меня температура примерно от 0 до плюс 8 скакала. Поэтому хранить не очень удобно, но я ждал момент, когда соберу все черенки в кучу. И вот смотрите, там уже в пакетах даже конденсат пособирался, такой приличный. Влаги достаточно. Значит, что я делал? Я брал черенки по сортам, я их все подписал и забросил в ванну с водой. Я их полностью погрузил. Их, кстати, можно в какую-нибудь емкость с водой вот так вот ставить. Они, в принципе, тоже вымокнут за 2 суток. Многие так делают. Но у меня их немного, поэтому я все эти пучки, я их просто погрузил в ванну. Они, конечно же, всплыли все. Грузом надавил. Все, через сутки я убрал груз. Оно практически, всплыло, но не сильно. Оно напиталось, этого достаточно для хранения. Все у меня подписано, и обязательно надо было просушить, чтобы лоза была снаружи вся сухая. Сырую нельзя хранить. Все, она взяла столько влаги, сколько ей надо, и можно отправлять на хранение. Значит, нарезаны они у меня в среднем, должно быть для хорошего хранения в идеале, но не меньше 6 почек точно. Здесь у меня даже подлиннее получилось. Тут разные есть междоузлия, подлиннее, покороче. Вот возьмем, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 8 почек. 8, 6, где как. Значит, берем. Все хранят по-разному. Кто-то в песке, кто в мху, кто просто в сыром подвале, ничем не накрывая, этого достаточно. Кто-то в емкости с водой вот так вот ставят, как вымачивали, да, вот так вот ставили. И оно хранится всю зиму. Единственное, что потом все, что было в воде, их надо будет вырезать. Они непригодные для укоренения. Там почки уже, как правило, выпрившие будут. Вот. Но этот способ довольно легкий и удобный. Не надо ни воды, ничего подливать. Я это все сейчас в гараж закину. У меня там в среднем от 0 до 5 температура держится. И он так будет храниться. Главное что? Чтобы полиэтилен был очень плотный. Чем плотнее, тем лучше. Тонкий полиэтилен я пытался хранить. Плоховато хранится. В стрейч-пленке мне тоже, вот в холодильнике я пробовал единичные черенки, тоже мне не понравилось, не очень хорошо зимует. Вот плотная полиэтиленовая пленка просто шикарно себя ведет. Вот эти все вязанки. Вот видно, что здесь довольно сыро. Здесь чем больше пучков, тем лучше. Здесь создается микроклимат, и черенки эти не пересохнут. Плесени нет, ничего нет, все замечательно. Вот я ждал, когда мне пришлют очередную партию черенков. Мне прислали, я их тоже вымочил, просушил, и вот все в общую кучу. Вот сейчас я это все, вот я проверил, ни плесени, ничего нет. У меня нет возможности постоянно сюда приезжать, поэтому месяца 2 я спокойно, со спокойной совестью их оставляю вот на пару месяцев. Сейчас это все упакую. Это пакет для мусора, для контейнеров, довольно большой. Но так как у меня не полностью влезли эти черенки, я вот решил сделать так. Сейчас мы плотненько здесь завяжем, чтобы не болталось.
Вот завернули, так как у меня тут немножко торчит. Так, здесь пакет влажный, я его выверну наизнанку. Все-таки по суше сделаю. И тоже плотный пакет из гипермаркета. Это все накрываю с этой стороны. Все, довольно плотно укутываю. Отверстий здесь достаточно. Я пока паковал, все равно где-то какие-то микродырочки образовались. Оно, в принципе, какое-то дыхание здесь будет. Значит, вот здесь я еще свяжу, чтобы не разваливалось ничего. И все, в подвал, в гараж, где температура не опускается ниже 0. Если все-таки у вас подвал или гараж промерзает, то лучше тогда на эти черенки, ну, накинуть, не знаю, какой-то дарнит, там, не знаю, куртку накинуть, чтобы не промерзало, чтобы там постоянная температура была. Этого достаточно. Я уже не первый год так храню, результат шикарный. У меня все почки всегда просыпаются. Так что для меня он удобный способ. Я закинул этого грудничка, и все, он у меня хранится до конца февраля. В конце февраля, в начале марта я уже начинаю укоренение. Ну вот, спустился в гараж. Извиняюсь за беспорядок, конечно. Вот так положил, и будут у меня вот так храниться. Я даже, наверное, наверх ничего накидывать не буду, потому что посмотрел по погоде, морозов сильных не обещают. Этот гараж может промерзнуть там до минусовой температуры, если на улице будет, ну, минус 25, наверное, в течение недели держаться. Если будет до минус 10, до минус 15, в принципе, ничего страшного. Вот так и оставлю. Это у меня ящик с яблоками. Кстати, как хранить яблоки зимой, у меня есть на канале видео. Я вот здесь ссылочку оставлю. Посмотрите, как они у меня хранятся, как я их заготавливаю. Ну и потом еще ссылочку тут же оставлю. Какой результат хранения уже ближе к маю. Как выдерживают эти яблоки. Раз мы уже здесь, я покажу. Вот они у меня в гофрокартоне, в пакете. Смотрите, свежачок. Как только что с дерева. В общем, переходите потом по ссылке, посмотрите, как их заготовить. Плесневелые могут попадаться, но не критично, буквально 1-2. Их, конечно, надо раз хотя бы в месяц, раз в 2 месяца следить, чтобы какое-то яблоко может загниться. Хотя у меня отбор был тщательный. Ну, всякое бывает. В общем, как-то так. Ну что, раз мы уже здесь, давайте посмотрим на наше укрытие. Кстати, в Минске снега почти нет, а здесь довольно-таки неплохие. Ну, не сугробики, но снега приличный, он уплотненный. Вот так выглядит наше укрытие на конец декабря. Все присыпано снегом, торцы приоткрыты. Хотя это геотекстиль, можно было даже наглухо его закрыть, ничего страшного не произошло бы, потому что он дышащий. Ну, вот весь ряд, посмотрите. Все нормально, все перезимует. Укрывные выглядят примерно так. Пришпилены к земле. И вот немножко их снегом припорошило, но не полностью. Потому что снега, ну, не очень много. Совсем чуть-чуть, буквально сантиметра 2. Но, повторюсь, в Минске его вообще нет. Так, пока видео все смотрели, я вижу, не все еще подписались. Я все вижу, оно быстро подписались. В течение зимы я еще буду выкладывать видео. У меня есть заготовочки кое-какие по сортам, по некоторым, что успел заснять. На этом все. Ответил, наверное, на вопрос. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Если я не отвечу, у нас много
кто меня смотрит, которые дополнят меня. Так что все, подписываемся на канал, на мой второй канал, ссылка в описании под видео. Все, всем удачи, пока.